Автор Сибвет. Живые организмы. Биоинженерные проекты. Наверное, человек – это итог эволюции одной из ветвей млекопитающей или чей-то биоинженерный проект и его воплощение в биологическую форму. Причем вид, привезенный на эту планету из другого места с другими условиями. Тема достаточно интересная, так как в ней есть очень тонкие моменты, которые сторонники эволюции точно не могут доходчиво объяснить. Есть и второй вариант. Не думаю, что человек – это просто чья-то спроектированная на генном уровне созданная игрушка, и все это было сделано ради самого процесса. Хотя в нашем мире присутствует такая аналогия создавать игрушки. В данной части перейдем рассматривать некоторые примеры из жизни животных, микроорганизмов и наномашин внутри них. Здесь странностей с точки зрения процессов эволюции еще больше. И по всей видимости инженерная мысль проектировщика, то есть творца, коснулась всех видов живых организмов. Просто в некоторых это выражено очень ярко. Комары. Многие думают, что комар сосет кровь через трубочку. Это не так. У комара не один инструмент, а целый набор. Буры, насосы, шприцы и крепежная конструкция. Вернее, не комар, а комарихи, именно они пьют кровь. Самцы питаются цветочным нектаром. Хотя и самки в отсутствие жертвы источника крови тоже питаются нектаром, сахарами. А я-то думал, откуда их такое несметное количество, чем такому количеству комаров питаться в отсутствие животных и человека. Но для откладывания яиц им нужен белок. На самом деле у комара не одна, а 6 игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь, а другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие. Интересен механизм нахождения жертвы у комарих. Они чувствительны к СО2, который выделяет кожа жертвы. На этом принципе работают ловушки для комаров, там используют баллоны с углекислым газом. Бур-хоботка. Через одну из игл комар как будто шприцем вводит антикоагулянт, который не дает крови сворачиваться и облегчает ее перекачку. Именно в этот момент мы чувствуем жжение. Вопрос, как можно в процессе эволюции подобрать химический состав антикоагулянта, чтобы кровь жертвы не свертывалась? По теории вероятности, каков шанс угадать это? Комариное потомство растет в водоемах. Даже небольшая открытая емкость с водой в вашем саду дает им возможность размножаться. 3D-модель лапки комара с увеличением в 800 раз. Источник по ссылке. Еще интересный факт про некоторый вид комаров. Личинки комара высушивают себя, а потом воскрешают. Российские и японские биологи раскрыли секрет невероятной живучести африканских комаров. Комары вида Polypedilum вандерпланки могут впадать в многолетнюю спячку при полном пересыхании водоемов, а личинки комаров полностью высушивать себя во время засухи и возвращаться к жизни при появлении влаги. Как объясняют генетики, вода не просто испаряется и исчезает из их тела, ее заменяют молекулы особого сахаристого вещества – триголозы. Благодаря этому клетки комара сохраняют свою форму и не разрушаются при сушке, что позволяет насекомым воскреснуть после появления новых запасов воды в тех водоемах, где они живут. Помимо сахара, организм личинок вырабатывает и другие молекулы, которые защищают белки от оксидантов и других химически агрессивных молекул, в то время пока комар находится в безводном анабиозе. Что именно заставляет вандерпланки вырабатывать эти вещества, ученые не знали до настоящего времени. Фасеточное зрение у насекомых. Фасеточные глаза неподвижны, расположены по бокам головы и могут занимать почти всю ее поверхность. Глаза насекомого. Муха 4000 фасеток, жуки 9000, бабочки 17 тысяч, стрекозы 28 тысяч фасеток. При повреждении части фасеток зрение сохраняется, и это обеспечивает выживаемость организма насекомого. Скажите, какой умный инженерный прием? Ну, или эволюционная приспосабливаемость, так скажут эволюционисты. Паутина. Паутина пауков представляет собой белок, обогащенный глицином, аланином и серином. Внутри паутинной железы она существует в жидкой форме. При выделении через многочисленные предельные трубочки, открывающихся на поверхности паутинных бородавок, происходит изменение структуры белка, вследствие чего он затвердевает в форме тонких микрометровых нитей,
Внутри нити есть жесткие белковые кристаллы размером в несколько нанометров, соединенных между собой эластичными белковыми связками. В дальнейшем паук переплетает эти первичные нити в более толстое паутинное волокно. Кристаллические области шелкового волокна имеют складчатую структуру наподобие той, что изображена на рисунке. Отдельные цепи соединены водородными связями. Зигзагообразные нити – одна из особенностей пауков рода Аргиопа. Так выглядят под микроскопом паутинные трубочки, из которых выходят нити паутинного шелка. По прочности паутина близка к нейлону и значительно прочнее сходного с ней по составу секрета насекомых, например, гусениц тутового шелкопряда. Согласно одному из предположений, различие обусловлено тем, что пауки формируют волокно, свисая на нем. Предельное напряжение на разрыв каркасной нити паука Araneus diadematus составляет от 1 до 2,7 гигапаскалей. Для сравнения, предел прочности стали от 0,4 до 1,5 гигапаскалей, а человеческого волоса 0,25 гигапаскалей. Паутина сохраняет свое натяжение как при растяжении, так и при сжатии нитей. Другое необычное свойство паутины – внутренняя шарнирность. Подвешенный на паутинном волокне предмет можно неограниченно вращать в одну и ту же сторону. И при этом она не только не перекрутится, но и вообще не будет создавать заметной силы противодействия. Химический состав паутины не мог тысячелетиями оттачиваться и эволюционировать методом проб и ошибок у паукообразных. Это готовый состав, так как иная рецептура или пропорции белков приведут к снижению характеристик нити, либо к невозможности ее выделения железами паука и ее затвердеванию. Полет крупного жука. Жуки все махолеты, как и птицы, но у птиц расчетная площадь крыла при легком корпусе, пустотелой кости, мышечная сила, аэродинамический профиль – все поддается расчетам. Но когда жирный, тяжелый жук, который раскрывает внешние крылья в качестве тормозных щитков, чем-то там машет и летит, есть неплохо доказанное мнение, что этот жук – гравелет на эффекте полостных структур, который использовал Гребенников в своей платформе. Но его работу так и никто не повторил. Официальное объяснение. Секрет в том, что вязкость воздушной среды рассчитывается по формуле Рейнольдса без учета веса летящего объекта. Масса и вес – это разные вещи. Так вот, для объектов весом меньше 1 ньютона воздушная среда имеет очень существенную вязкость. И тогда паук может лететь на своей паутинке. Кварцевая и мучная пыль без всяких крыльев висит себе в воздухе. Но жук-то как-то летает. Если этот его полет рассчитан и вложен в его конструкции, то сделан так, что мы не можем это повторить ни в расчетах, ни в моделях, при всей нашей эволюционной развитости. Водомерка. Тело и кончики ног покрыты жесткими, несмачиваемыми водой волосками, смотри закон Кассье, благодаря чему водомерки приспособлены к скольжению по воде. Закон Кассье объясняет, как можно увеличить значение контактного угла для поверхности, всего лишь придав ей шероховатость. Исследование Кассье показало, что водоотталкивающее свойство оперения уток обусловлено самой его природой, а не иными причинами, такими как присутствие защитных жироподобных веществ. Водомерки также используют это явление. Появляются и искусственные сверхгидрофобные материалы, например, нанопин-пленка, основанная на использовании этого закона. Эта конструкция перьев, водоплавающих и ног у водомерки тоже появилась методом проб и ошибок, мутаций в процессе эволюции, скажете вы? Или все же заложен механизм в живой объект сразу? Процесс превращения гусеницы в бабочку. Это вообще фантастический процесс, когда из одной формы живого появляется совершенно иная. Продукт эволюции? Зачем так сложно? Рыба протоптер. Род ластоперых рыб надотряда двояко дышащих. На видео сухая рыбалка африканцев. Для протоптеров характерно уникальное явление в мире рыб – спячка, носящая, как правило, сезонный характер. Они начинают готовиться к спячке с наступлением засушливого сезона и по мере высыхания временных водоемов. Крупные протоптеры делают это, когда уровень воды понижается до 10 сантиметров, а более мелкие, когда слой воды не превышает 3-5 сантиметров. В случаях, когда водоемы не пересыхают, протоптеры в спячку не впадают. Известно, например, что так происходит у протоптеров в великих африканских озерах, наполненных водой круглый год.
В зависимости от местных условий, значительно колеблющихся в разные годы, протоптер проводит в спячке 6-9 месяцев, а в периоды сильных засух дольше. Рекорд продолжительности спячки протоптера был зафиксирован в экспериментальных условиях. Рыба находилась в этом состоянии свыше 4 лет без каких-либо вредных последствий для себя. Для спячки протоптер, как правило, выкапывает специальное гнездо в дне водоема, покрытым обычно слоем мягкого ила, под которым лежит плотная глина с примесью мелкого песка. Спальное гнездо рыба роет ртом, буквально прогрызая дно водоема. Захватив пастью ил, рыба выбрасывает его через жабры. У крупных протоптеров спальня залегает на глубине до полуметра. Как только колпачок формируется, протоптер начинает обильно выделять слизь. Так что вода в норе становится вязкой. Это имеет большое значение для образования предохранительного кокона. Кокон представляет собой тончайшую пленку толщиной от 5 до 0,06 мм, образующуюся при затвердевании слизи, которую выделяет приготовившаяся к спячке рыба, с небольшой примесью неорганических соединений, перешедших из почвы в момент образования кокона. Кокон столь плотно обтягивает спящего протоптера, что между его стенками и телом рыбы не остается никаких зазоров. Мы же понимаем, что рыба не обладает разумом. Этот механизм вложен в нее как программа. Эволюционная приспосабливаемость не может записаться в виде этого механизма для всего вида. Эволюция ли научила рыбку выплевывать струю воды и избивать насекомых с листьев, или программа Творца сущности, которая занимается разработкой конкретно этого организма? Комментарий Эль Греко. Ну скажите мне, в каком страшном сне Дарвина можно представить африканского мотылька, которого эволюция снабдила хоботом, чтобы подкрадываться к спящим млекопитающим, никого не разбудив и ничего не повредив, засовывать им этот хоботок в глаз, чтобы пить их слезы? И еще интересный факт геопривязки у пчел. Причем наблюдал сей факт лично. Если улей сдвинуть на несколько метров в сторону, пчелы в него не полетят на ночевку. Будут кружиться на том месте, где он стоял. Условие, если это сделать после их весеннего облета, когда улья установлены после зимовки. То есть, где улья поставил весной, там они должны стоять весь сезон, двигать нельзя. Птицы, рыбы возвращаются к местам своего рождения, а человек, венец творения, не имеет таких функций. Какая эволюция? Она неприменима к человеку. Или эти функции отключены у нас? Но тогда почему? Перейдем в микромир. Кто встроил электромотор в бактерии, выдает 100 тысяч оборотов в минуту. Все это является инженерными конструкциями двигателей, причем саморемонтирующимися. Лишайники, симбиоз гриба и водоросли. По какой причине два разных вида решили посотрудничать и объединились в один организм? Симбиоз – это вообще нонсенс в природе. Обычно все виды конкурируют за место под солнцем. Даже внутри одного класса живых объектов, как грибы, огромная конкуренция, можно сказать, постоянная война. Антибиотики, вырабатываемые грибами, это их оружие. Или что это? Грибы захватили колонию нужных водорослей, но не стали уничтожать, а используют как кормовую базу в сложных условиях. Оккупация такая. Но тогда кто обеспечивает им такую избирательность? Откуда такой, можно сказать, интеллект? Ведь рост грибницы – это по сути разумный захват территории. Кустистые лишайники. Слоевище напоминает кустик, подселяются на ветвях деревьев и свисают как борода, или растут на поверхности почвы. Причем симбиоз происходит не просто в бесформенную массу, шар или слизь, а в живой объект, зачастую похожий на растение. Наномашины в клетках. Здесь мы наблюдаем синтез белка. Доступным языком. Клетка – это целый нанокосмос со своей жизнью. Бактериофаг – уничтожитель бактерий. Бактериофаг приближается к бактериальной клетке, прикрепляется к поверхности и впрыскивает ДНК в бактериальную клетку. Это не живое существо, а молекулярный наномеханизм. Хвост бактериофага – это шприц, который протыкает стенку бактерии и впрыскивает вирусную ДНК, которая хранится в головке, капсиде, внутрь клетки. Это как вирус у бактерий. Вирус – враг макроорганизмов. Бактериофаг – враг бактерий. Даже поверхностный взгляд на этот объект позволяет сделать вывод, что это наномашина. И сами ученые пишут, это не живой организм, как и вирус, но объект со своей программой. Программой размножения через встраивание в своей ДНК в клетки своих жертв. Пищеварительная система коровы.
Редко кто задумывался над тем, откуда парнокопытные вегетарианцы в чистом виде берут столько белка для своего роста и существования. Да еще как корова в постоянном состоянии лактации дает столько молока с белком. В ее органах пищеварения живет огромное количество бактерий, которые питаются клетчаткой, травой и размножаются. И как уже белковый организм после своей гибели дают как раз этот объем белка, то есть незаменимые аминокислоты, которые должны были быть получены с пищей или вот таким способом. Эта же функция есть и у человека. В толстом кишечнике взрослого человека живет до 2 кг бактерий. По причине наличия такого механизма вегетарианцы могут жить, и причем очень активно. Тут мы наблюдаем симбиоз с бактериями в нашем организме млекопитающих с разной системой питания. Как вы думаете, эта система тоже возникла путем эволюции, и толстый кишечник человека отрос специально для бактерий? Или все же так было запроектировано сразу? Спячка медведя. Зимой такую массу, как у медведя, трудно прокормить в зимний период. Думаю, в этом организме предусмотрели заранее возможность впасть в спячку, в некий анабиоз. Но что делает медведь перед этим, мало кто знает. Оказывается, медведь перед спячкой съедает глину, прочищает кишечник и закупоривает в ней задний проход на случай несанкционированного попадания туда мышей. Это подсмотрели люди и используют в методичке очищения кишечника под названием Коловада – очищение глиной. И как до такого медведь докатился методом проб и ошибок? Однако какой умный знает биофизику своего организма? Мне еще нравятся практики неотбиваемые аргументы про механизм языка дятла. Тоже, никак не эволюционное решение, а обычные инженерные. Язык дятла обвивается вокруг черепа. Выходя из правой ноздри, язык разделяется на 2 половины, которые охватывают всю голову, шеи и выходят через отверстие в клюве, где снова соединяются. Предположу, что так сделано, запроектировано для стяжки костей черепа при ударах клювом об ствол дерева. Ведь сотрясение идет приличное, а мышцы языка фиксируют, стягивают череп. И основная функция – длинный язык для того, чтобы достичь личинки глубоко внутри дерева. При эволюции просто бы удлинился язык, а здесь он поменял привязку к черепу и саму конструкцию. Эхолокация у дельфинов и летучих мышей. Эта способность никак не может выработаться путем эволюции. Это чисто технология и физический принцип, спроектированный, перенесенный на биологический организм. Дельфины для общения между собой пользуются высокочастотными свистками, а для ориентации – эхолокацией. Они создают своеобразные щелчки, которые, отражаясь от предметов, дают информацию о них. Звук, отраженный от цели и возвращающийся в виде эха, передается не только через наружный слуховой проход и слуховые косточки, но и через нижнюю челюсть. Среднее и внутреннее ухо изолированы от костей черепа жироподобной пеной. Благодаря этому звуковые колебания слева и справа воспринимаются независимо. Щелчки производятся в сложной системе, расположенной под дыхалом в верхней части головы. Звуковые волны посылаются направленно. Жировая подушка на выпуклом лбу и вогнутая передняя поверхность черепа действуют как линза и рефлектор, собирая звук в пучок под углом расхождения около 9 градусов. Такой ультразвуковой прожектор позволяет обнаруживать и идентифицировать мелкие объекты на больших расстояниях. Афалина может определить местоположение мячика размером с мандарин с расстояния 113 метров. Причем обнаружили эту способность у дельфинов лишь в 50-х годах 20 века, с наступлением технической эры. Особенности дельфинов. Стремительное и легкое передвижение в воде. Взрослый дельфин развивает скорость свыше 50 км в час. Особые свойства кожи. При движении она практически не создает завихрений воды. Система эхолокации с восприятием ультразвука. Точный гидролокатор позволяет им обнаруживать предметы величиной желудь в мутной воде на расстоянии до 15 метров. Необыкновенные умственные способности ставят их на второе место следом за человеком. По способности к дрессировке они превосходят собак и других животных. Удивительно теплое и дружественное отношение к человеку. Скорость звуковой пульсации у дельфинов до 700 импульсов в секунду, очень велика по сравнению с аналитическими возможностями уха и мозга человека. При скорости 20-30 импульсов в секунду человеческое ухо не различает отдельные щелчки, и звук воспринимается как слитый, напоминая скрип двери.
Дельфины же различают каждую составляющую звука. Отражение звука дает информацию об объекте, в частности позволяет установить, живой он или не живой. Дельфины, живущие в неволе, отличают медную пластинку от окрашенной в тот же цвет алюминиевой, полую трубку от сплошного цилиндра того же диаметра. Основная часть большого и сложного мозга дельфина занимается анализом отраженных эхолокационных сигналов, извлекая подробную информацию об окружающей среде, об особенностях или положении жертвы или хищника, о местонахождении и деятельности сородичей. Только в 1938 году ученые обнаружили, что летучие мыши издают очень много звуков, которые находятся выше порога слышимости человека. Частота ультразвука лежит в пределах 30-70 тысяч Гц. Человек слышит до 20 тысяч Гц. Летучие мыши издают звуки в виде дискретных импульсов, длительность каждого из которых составляет от 0,01 до 0,02 секунды. Прежде чем издать звук, летучая мышь сжимает воздух в голосовом аппарате между двумя мембранами, которые под воздействием воздуха начинают колебаться. Мембраны натягиваются различными мышцами и позволяют летучей мыши образовывать различные звуки. Прежде чем звук выйдет через рот или нос, проходя через несколько камер, он усиливается и видоизменяется. У всех летучих мышей, которые посылают сигналы через нос, на носу расположены сложные наросты. Точность эхолокационного аппарата удивительная. Летучие мыши замечают провода толщиной 0,28 мм, находясь от них на расстоянии более 1 метра. Если провода толще 3 мм, они видят их уже за 2-3 метра. Прием сигнала. Эхосигналы летучая мышь улавливает ушами, а в мозгу на основании полученных звуков строится картинка, точное представление о форме и величине предмета. Звуковые сигналы, издаваемые летучей мышью, имеют такую же силу, как и звук реактивного самолета. Чтобы не оглохнуть, зверек каждый раз перед тем, как крикнуть с помощью особых мышц, крепко закрывает свои ушные отверстия. Также отдельная тема – это глаз, орган зрения человека с системой фокусировки, и его слуховой аппарат. От себя приведу пример, это уже практически доказанная теория. Висцеральная теория сна Ивана Пигарева. Для многих, даже для биологов, сон животных и человека – это загадка. Изучаются фазы и состояние мозга, огромное число данных, но конкретно никто сказать не может, зачем в принципе животным и человеку сон. Скептики кинутся приводить примеры животных, которые якобы не спят. Спят, но в своем особом состоянии и в фазах. Итак, что говорит висцеральная теория сна, если вкратце, подробнее кому интересно, в лекциях и Пигарева. В момент засыпания с помощью нейромедиаторов, особых химических веществ и гормонов, мозг переводит свое внимание и все свои связи на анализ внутренних рецепторов и нейронных связей. Отключает внешние раздражители, такие как зрение, осязание, обоняние и так далее. А именно, мозг переводит нейронные связи на анализ внутренних органов кишечника и их регулирование. По всей видимости, даются команды на ремонт, восстановление дефектных участков и областей. Нервных окончаний в кишечнике гораздо больше, чем на коже человека. А все по причине, что кишечник – жизненно важный орган, он должен быть всегда в рабочем состоянии. Как один из примеров, автор теории приводит, что более 2 недель без сна и подопытная крыса умирает от внутренних кровоизлияний и открытых язв кишечника. То есть сон – это процесс системы восстановления организма. В мозгу есть области визуализации от органов зрения и глаз. По всей видимости, они тоже задействованы во сне, и мы видим сны. Почему именно в картинках и образах, а не хаос из световых явлений? Это отдельный вопрос, и он требует дальнейшего изучения темы. И вот сейчас подумайте, как в процессе эволюции путем проб и ошибок организм смог выработать такую способность переключать мозг на анализ своего внутреннего состояния. Это инженерная система. Кто изучал системы автоматического управления, понимает, что это система с обратной связью. Эти принципы используются во всей нашей автоматике и электронике, хоть и перешли на цифровой код. После такой информации многие запишут меня в креационисты. Да, мне близки их взгляды, но только в области фактологии. Думаю, эти примеры лишь малая часть того, что мне попадалось и лежит на поверхности. Примеров в действительности гораздо больше, еще больше странностей мы не знаем или даже еще не приступили к изучению. Мой вывод на сегодняшний момент.
Каждый вид животных появился в том виде, в каком мы его видим сегодня. Их создал какой-то неведомый инженер. Каждый год ученые открывают десятки, а то и сотни новых видов насекомых. Подозрение на то, что этот процесс появления новых видов на Земле идет постоянно. Конечно, могут быть продукты скрещивания, гибриды, даже химеры, генетические сбои, которые не живучи, но с отличиями только в раскраске, размерах. Или так, если заводчики вывели новый вид собак, то собакой она и останется. Никаких котопесов не будет. Спросите, как? Ответ – не знаю. Слышал примеры, когда в чистейшей воде появляется рыба. В закрытых горных водоемах после их наполнения перегораживание горных рек обвалами. В колодезной воде в чистой бочке появляется экосистема из плавающего планктона и водорослей тины. В моем детстве в бочках заводились даже небольшие рыбки. Конечно, многие скажут, икру занесли птицы. Возможно. Но не все птицы так активно контактируют с рыбами из озер. И согласитесь, есть над чем подумать. Кто-то будет смеяться, но вполне логичным будет вспомнить духов природы, ведические взгляды на устройство природы. Возможно, это они проектируют и поддерживают жизнь в этой сложной системе. Либо все универсальные процессы управляются с единого суперкомпьютера.